Привет всем, дорогие мои подписчики и гости моего канала. От этого нежнейшего десерта не смогли отказаться даже мои друзья, которые совсем не едят сладкое. Поэтому сегодня я хочу поделиться этим рецептом с вами. Для начала приготовим бисквит. Для этого в чашу миксера разбиваем 4 яйца. Я взяла яйца первой категории. Для замешивания такого теста при помощи моей кухонной машины Red идеально подходит насадка венчик. Хорошо взбиваем яйца в пышную массу, чтобы они увеличились в объеме. Теперь насыпаем 115 грамм сахара и снова хорошо взбиваем в пышную белую массу. Далее насыпаем половину просеянной муки. Всего муки нужно 140 грамм, 30 грамм какао-порошка, чайную ложку разрыхлителя и снова все немного взбиваем. Затем наливаем 90 грамм растительного рафинированного масла и 80 мл молока. Снова продолжаем взбивать венчиком, постепенно добавляя оставшуюся муку. У меня на канале есть еще много рецептов простых и вкусных десертов. Ссылочки на некоторые из них я оставлю в описании под этим видео. На замешивание теста для шоколадного бисквита при помощи моей кухонной машины Red у меня ушло примерно 10 минут. Тесто должно получиться такой немного жидковатой консистенции. Теперь дно формы для выпечки застилаем пергаментной бумагой, маслом ее смазывать не нужно. Распределяем тесто и отправляем в разогретую духовку до 170 градусов примерно на 35-40 минут. Ориентируйтесь по своей духовке, готовность можно проверить деревянной шпажкой, она должна выходить из бисквита сухой. Готовый бисквит освобождаем от кольца, перекладываем его на решетку и даем немного остыть. Тем временем можно подготовить начинку для десерта. Я хочу добавить в него бананы, поэтому пару бананов нарезаем такими кружочками. Теперь приготовим крем. Для этого в чашу миксера наливаем 500 мл сливок жирностью 33%. Перед взбиванием я всегда отправляю сливки в морозилку примерно на полчаса. И перед тем, как вылить сливки в емкость, их нужно немного взболтать, потому что при хранении сливки расслаиваются. Для взбивания используем насадку венчик. Начинаем взбивать сливки на небольшой скорости, постепенно ее увеличивая. Сливки нужно взбить в пышную массу, которая еще стекает с венчика миксера. Время взбивания во многом зависит от качества сливок и мощности самого миксера. При помощи своей кухонной машины Red я взбивала сливки до такого состояния примерно 3 минуты. Теперь можно добавлять сахарную пудру. Добавляем ее постепенно, не прекращая взбивать сливки на средней скорости миксера. Сахарной пудры достаточно 100 грамм. Затем увеличиваем скорость и взбиваем совсем недолго, до мягких пиков, то есть сливки не должны стекать с венчика миксера. Последним подмешиваем 220 грамм творожного сыра, но не сразу, а постепенно, по 2 столовые ложки, взбивая на средней скорости. Посмотрите, какой пышный крем у нас получился. Теперь можно собирать десерт. Остывший бисквит разрезаем на 2 равные части и делим одну половину на такие маленькие кусочки просто руками. Распределяем по дну всей формы. У меня форма размером 23 на 27 сантиметров. Бисквит получается сам по себе влажный, поэтому дополнительная пропитка не требуется. Теперь поверх бисквита распределяем половину крема. Затем укладываем кружочки бананов. Поверх бананов распределяем вторую половину бисквита и покрываем оставшимся кремом. Теперь десерт лучше убрать в морозильную камеру минут на 10-15, чтобы крем немного схватился и не расплывался, когда мы будем его покрывать ганашем. Тем временем приготовим сам ганаш. Для этого в кастрюлю наливаем 160 мл жирных сливок, у меня 20% жирности, и нагреваем их почти до кипения. Как только сливки начинают закипать, выключаем огонь и быстро добавляем в них 160 грамм горького или темного шоколада. Все перемешиваем венчиком, чтобы шоколад и сливки хорошо смешались и превратились в такую шоколадную массу.
Затем быстро покрываем ганашем десерт, иначе шоколадная масса остынет и затвердеет. Готовый десерт убираем в холодильник для пропитки на 2-4 часа. Украсить его можно по желанию, например, клубникой. Это настолько вкусный, нежный десерт, что устоять перед ним просто невозможно. Я всем рекомендую его попробовать. Если вам понравился рецепт, ставьте лайки, делитесь этим видео с друзьями и пишите комментарии. Также не забывайте подписываться на мой канал. Здесь вы найдете много простых и вкусных рецептов. Приятного аппетита!